Главная цель Сяо Яня – спасение учителя Яо Лао. Его поиски длились много лет. И благодаря помощи хороших друзей Яо Лао на центральных равнинах он, наконец, нашел место заключения своего учителя. Прошло уже 5 или 6 лет с момента, когда Яо Лао был схвачен Дворцом Душ. Хоть его жизни ничего не угрожало, но он без сомнения все это время страдал. Все способности Сяо Яня были результатом наставлений Яо Лао. Лишь благодаря ему он сумел достичь нынешних высот. Поэтому в том, что касается учителя Яо Лао, Сяо Янь совершенно не будет колебаться. Эта миссия довольно опасна и рискованна. Хорошо, что Сяо Яню помогали его верные друзья, а также друзья Яо Лао с его прошлого, когда он еще не потерял свое тело и силу. Сюань Кунцзы, один из глав башни эликсиров, напоминал Сяо Яо, что это дело непростое. Нужно как следует подготовиться, иначе сам же лично он забросит себя в пасть тигра. Они целый год искали информацию о местоположении Яо Лао, и вот, наконец, старик Сюань Кунцзы указал на северо-западный регион центральных равнин, а именно хребет смерти душ. Это холодное, опасное место, где даже солнце нельзя увидеть. Обычный эксперт легко потеряется там. Его населяют кровожадные звери, справиться с которыми очень сложно. Дворец душ основал там свое отделение, так как ориентироваться там сложно, а проникнуть незамеченным просто невозможно. Что ж, раз теперь Сяо Янь знает о местоположении Яо Лао, то точно отправится именно туда, даже если ему и придется сильно рисковать. Как много экспертов Дворца Душ находится там? Сколько среди них почтенных воинов? Из-за важности Яо Лао выставили весьма неплохую защиту, по меньшей мере 5 почтенных воинов. Вспомним, что почтенный воин – это следующий уровень после предка. Сила такого эксперта невероятна. Целых 5 почтенных воинов. Подобная группа чрезвычайно могущественна. Подобной силе достаточно лишь топнуть ногой, и множество фракций испугается настолько, что даже пискнуть не посмеют. Сяо Янь невольно задержал дыхание. Подобная сила действительно высока. Сяо Янь подсчитал, что на его стороне находится лишь 3 эксперта уровня почтенного воина, поэтому стоит дождаться почтенного Фэна. Кстати говоря, сам Сяо Янь в этот момент находился на пике класса предка, в шаге от уровня почтенного воина. Поэтому с его способностями он мог справиться с одним из 5 вражеских экспертов этого уровня. Глава башни эликсиров достал свиток и показал карту хребта смерти душ. Добраться туда можно за 5 дней. Хотя он и помог в поисках Яо Чэня, но отправиться с Сяо Янем не мог. Ему придется положиться на свои силы, чтобы завершить задуманное. Очень большую помощь оказал почтенный Фэн. Он всегда дружил с Яо Чэнем. Почтенный Фэн считался довольно известным экспертом центрального региона. Он даже иногда пересекался с залом душ, пока вел поиски Яо Лао. Благодаря нему можно избежать некоторых уловок Дворца Душ. Спустя некоторое время почтенный Фэн прибыл. «Предок 9 звезд?» Он прошелся взглядом по парнишке. Он точно помнил, что когда они расставались, он находился на уровне предка 1 звезды. Как же он сумел так увеличить свою силу за год, пока они не виделись? Уровень развития Сяо Яня действительно был пугающим, но он лишь усмехнулся и сказал, что ему повезло. Сяо Сянь, почтенный Тяньхо и Цзиянь следовали за ним. Почтенный Фэн поразился силе этих 2 человек за спиной Сяо Яня. Он ощущал, что девушка и старик достигли силы почтенного воина 3 звезд. Некоторые друзья прошлого решили сразу отказаться, как только услышали, что они собираются напасть на зал душ. Их не стоит винить. У тех людей за спинами стояли собственные фракции, и они опасались, что, обидев Дворец Душ, их фракции обратятся в реку крови. Тэцзянь – еще один из спутников Сяо Яня. Он одинок и не связан ни с какими фракциями. В прошлом Яо Чэнь оказал ему весомую услугу. Он сам проявил инициативу, когда услышал о плане спасти Яо Лао. Зал душ слишком силен, даже эксперты уровня почтенного воина не посмеют оскорбить их. Вот почему все, кто шел с Сяо Янем, обладали немалой храбростью. Спустя 5 дней группа Сяо Яня прибыла к хребту смерти душ. Они не могли лететь в небе, поскольку точно будут замечены, поэтому шли пешком в густом тумане через лес, стараясь не привлечь к себе внимания. Но возникли проблемы. Они с трудом могли ориентироваться здесь. Сяо Янь был разочарован. Сейчас они были полностью готовы, но оказались не в состоянии отыскать свою цель. Повезло, что с ними была Цзиянь. Она легендарный дракон пустоты. Узнала у королевы здешних зверей, где находится отдел Дворца Душ. Древний дракон пустоты известен как высшая сущность среди всех зверей.
Посреди долины располагалось высокое строение из черного камня. Над зданием размещался пространственный барьер. Внутри ощущалось 5 аур почтенных воинов. Также более 10 предков. Их уровни значительно разнятся от слабых к сильным. 5 почтенных воинов. Их сила колоссальна. Но Сяо Янь пришел сюда подготовленным. Его друзья отвлекут защитников, а Сяо Янь займется поисками учителя. Внутри, в самом центре зала, располагалась круглая каменная платформа. В ней сидел в позе лотоса старик, а его тело выглядело иллюзорным. По внешним признакам именно он оказался Яо Ченем, которого когда-то сумел захватить зал душ. Цепи окутывали по рукам и ногам Яо Ченя, не позволяя ему и сдвинуться. Во всем зале стояла смертельная тишина. Вдруг Яо Лао открыл свои глаза. Именно в этот момент знакомая ему аура приблизилась. Учитель скоро будет спасен, а продолжение следует в будущих видео. Если вам интересно узнать, что будет дальше, напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!